Ну что, друзья, всем привет! В сегодняшнем видео хотел бы вместе с вами подготовить новый чугунный казан к использованию. Давно хотел себе приобрести хороший казан, ну вот сбылась мечта, и поэтому решил записать это видео. На YouTube очень много видео про обжиг казана, как подготовить. Я решил тоже сделать свой. Хотел в сегодняшнем видео также совместить два видео в одном сделать, приготовить уху. Был сегодня утром на рыбалке, сейчас фрагменты с рыбалки можете увидеть. Но ничего не удалось словить, жара стоит конкретная, рыба не активна. Выбирался я и раньше на рыбалку, тоже и удочкой, и спиннингом, но вообще слабо, показывать нечего. Была рыба, но я уже не стал делать видео, так что извините, что так мало выходит видео. Стоит жара, но я думаю, вы войдете в мое положение. Так что, надеюсь, восстановится все, начнет рыба поклевывать и видео будет выходить. А сегодня мы просто подготовим, еще раз повторюсь, наш новый чугунный казан. А уже как будет рыбка, мы приготовим что-нибудь в этом казане. Друзья, вот такой у меня казанчик. Взял на 6 литров, кто-то скажет, может мало. Но я скажу, мне хватит. Это если большая компания, да, там может быть надо побольше было. Хотя можно было чуть-чуть доплатить, где-то на 8, но ничего страшного. Так что сейчас берем наш казанчик, отправляемся на улицу разводить костер. Вот так, друзья, здесь я буду обжигать. Получается, что сначала хотел сделать вот из таких автомобильных дисков, с двух дисков там составляют, сваривают печку, поскольку есть самодельный мангал с хорошего металла шестерки, решил просто сделать с профильной трубы квадрат такой, на него поставить диск, обварить, и внутренности вырезать под наш казан. Внутренности я вырезал по размеру нашего казана, и получилась такая печка. Думаю, будет все у нас отлично. Сейчас разведу огонь и приступим к обжигу казана. Ну что, друзья, развели мы достаточно хороший огонь. Можно ставить наш казан на обжиг. Обязательно рукавицы, чтобы не обжечь руки. Дымит. Ну что, ребятки, процесс идет. Все дымится. Немножко уже чернота получается. Не чернота, а покрытие это уходит, выгорает уже немножко, казан сереет. Получается, стоял он у меня ровненько. Сейчас так буду по кругу его, на бок ложить и по кругу так катать, чтобы и вверх, и низ выгорал. Пока не посереет. Так что уже, наверное, выпалю, тогда и сделаю включение. Принцип понятен, что нужно со всех сторон его хорошенько выпалить. На камеру не знаю, будет видно, но уже есть местами посерел. Так что нужно такого цвета добиться. Ну что, друзья, прошло где-то 1,5, может и 2 часа, я точно не засекал. Вот так выглядит наш теперь казан. Помните, был такой черный весь в покрытии, да, сейчас все покрытие, получается, выпалил. И сейчас буду в казан добавлять соль. И где-то полчасика, может час, буду калить вместе с солью. Так что давайте засыпать соль. Берем обычную соль, открываем. И засыпаем. Высыпал килограммчик соли.
Вот, и теперь будем помешивать периодически и калить казанчик наш. Вот. Что дальше делать, покажу позже. Смотрим. Пока занимаемся солью. Вот так будем помешивать по стеночкам все это, чтобы соль распределялась. Ой, что рассыпалось немножко. Ну что, друзья, прошел час, прокалил я соль нашу. Вот, видите, соль стала серого цвета, то есть свою роль выполнила, впитала в себя всю эту грязь с казана. Сейчас, получается, нужно будет остудить казан. Ни в коем случае нельзя лить сразу холодную воду, потому что может треснуть, лопнуть. Вот, получается, остынет он у нас. Промоем его холодной водой, не промоем, а помоем его, и как бы можно уже было бы поставить просушить, промазать маслицем и поставить на хранение. Но я еще хочу сделать одну процедурку такую. Кто-то делает, кто-то нет. Но вот смотрите далее. Итого, друзья, как я выбросил нашу соль, нужно набрать в казан холодной воды, хорошенько промыть его. Далее я взял кухонное мыло, которое убивает неприятные запахи. Взял немножко кухонного мыла на губку, и нужно хорошенько промыть наш казан. Друзья, я хочу вам показать, какая грязная черная вода от казана, поэтому нужно обязательно хорошенько промыть несколько раз, а может и больше, чтобы наш казан был чистый, чтобы вся грязь была вымыта. Также, друзья, я под напором воды перевернул казан, сполоснул его. Как бы можно это было не делать, но я считаю, это не хуже будет эту грязь смывать, не грязь, сажу, вот, чтобы так сильно не пачкаться. И сейчас, как я его обмою снаружи и внутри, буду отправлять на нашу печку для просушки. Берем бутылку с подсолнечным маслом и наливаем немного подсолнечного масла в наш казан. Даем нашему маслу немножко разогреться и берем порезанный лук. У меня лук был небольшой, поэтому где-то взял штучек 5-6 небольших головок. Далее, друзья, высыпаем в раскаленное масло наш подготовленный лук. Жарим лук в раскаленном масле и этим маслом поливаем хорошенько полностью стенки нашего казана, чтобы придать пищевой запах нашему казану. Жарим до золотистой корочки, можно немножко больше, и снимаем наш казан для охлаждения. Даем нашему казану хорошо остыть, сливаем непригодное старое масло, убираем лук и промываем хорошенько наш казан холодной водой. Затем опять ставим наш казан на печку, полностью просушиваем его, берем небольшую тряпочку, ветошь, смачиваем легонько тряпочку подсолнечным маслом, протираем наш казан, много не нужно, легкий слой, и снимаем, охлаждаем и ставим на хранение до следующего приготовления пищи. Ну что, друзья, давайте подведем итоги. Наш казан полностью готов к приготовлению пищи. Давайте я вам покажу. Крышечка. Вот, чистенький, аккуратненький, без всякого технического масла. Это, получается, уже вы могли видеть видео, я покрыл уже маслом специально, чтобы, когда он будет храниться у нас, чтобы не ржавел. Здесь вот на казане у нас литраж указан. И вот здесь видите этот верблюдовая штамповка. Сейчас покажу повыше. Вот. УЗК написано. Узбекский, да, получается. Вот.
почему я сейчас показал вот этого верблюда, выштамповку, да, вот это клеймо, поскольку когда покупал себе казан, там читал отзывы, где покупал, я не буду говорить, да, ну, если кому будет интересно, напишите мне в личное сообщение, я отвечу с удовольствием, вот, и там, получается, писали продавцам, что купили казан, там все хорошо с ним, понравилось, но когда тоже выбирали казан, читали, что должен быть вот это клеймо или выштамповка, как правильно, в виде полумесяца, а им ответили в сообщении, что у данного производителя, получается, есть 4 вот этих клейма: полумесяц, верблюд, ромб, буква Т, либо вообще может быть просто литраж казана. Вот. Я как бы этого не знал, может быть и вы, как бы кто-то не знал этого, может быть пригодится. А если у кого есть казан, напишите, пожалуйста, мне в комментариях, правда ли это, что вот существует вот этих 4, получается, клейма. Просто сейчас казанов очень много, рынок забит, да, есть и белорусские даже казаны, ну как бы их, ну, берут, как бы, да, но не сильно хвалят. Вот узбекские эти там самые такие популярные, вот. Ну и давайте, наверное, по порядочку еще раз пройдемся. Первым делом это, конечно же, хорошенько нужно его выпалить от вот этого технического масла, которым он покрыт. Я, конечно, где-то час, а может даже полтора, наверное, выпаливал, пока он полностью, масло не выгорит. Поскольку я смотрел ролики, там наполовину выпаливают, как бы бросают это дело, там промывают, прожаривают маслом с луком, там кто солью, и начинают готовить. Это неправильно, поскольку сейчас вот покажу вам. Ну вот до сюда выпаливают, получается, а верхняя часть это остается не выпалена. Ни в коем случае не оставляем, то есть наклоняем желательно там больше, чтобы пламя костра, получается, пламя костра, получается, вот это масло все выжигали хорошенько, затем засыпаем соль. Солью хорошенько тоже прокаливаем. Соль собирает, впитывает в себя всю эту лишнюю, не лишнюю, ну всю эту грязь, получается, масло это, да. Потом, ну где-то час я делал. Вот, потом я снимал с костра, остужал казан, поскольку ни в коем случае нельзя в горячий казан лить холодную воду, может лопнуть, треснуть, да. Соль выкинул, взял мягкую губку, ни в коем случае там не надо никакие шкрябалки, там какие-то металлические щетки, поскольку, ну, не надо пользоваться, просто тряпка, он хорошо моется. Ну и взял, как бы, поскольку, чтобы убрать эти запахи, ну, масло, я думаю, там все равно какое-то было, да, взял мыло для кухни, которое убивает запахи, взял немножко мыла, ну, вы видели, и губкой так хорошенько промыл, пока вода стала, ну, пока вода не станет чистой. Вот, затем я поставил на костер, просушил немножко, взял подсолнечное масло, наливаем, там много не надо. Берем луковицу, я там, ну, штук 5, наверное, 6 взял, мелких порезал, и хорошенько вот раскаляем масло, и с луком полностью, получается, вы видели, ну, у меня шумовки не было, я взял полоник и хорошенько по стенкам казана, получается, проливаем этим маслом, как бы придаем, ну, как там говорят правильно, пищевой вкус, да, казану. Вот. Затем снимаем с костра, охлаждаем, промываем, опять просушиваем и покрываем, уже берем ветошь, немножко масла и покрываем казан для хранения. И уже в следующий раз мы можем спокойно ставить наш казан на печку и готовить, да. Но поскольку мне еще говорили, что лучше брать масло оливковое, поскольку это масло может гореть, я просто протру перед приготовлением, но уже потом куплю оливковое масло и буду делать оливковым маслом. Вот. Надеюсь, друзья, данное видео понравилось. Если понравилось, поставим палец вверх, напишем свой комментарий. Ну а вам я, как всегда, пожелаю счастья, здоровья, любви. Ну и до новых встреч. Пока.